Всем доброго утречка! Посмотрите, какой у нас рассвет. Какой у нас солнечный денек. Красота. Дров уже нет, все собрали. Перетаскали в дом. Ой, смотрите, какая красота. Вчера мне звонили из газовой службы. Сказали, что на неделе приедут. Будут копать траншею от забора до... в общем, до моего дома. Будут проводить трубу. Так что, скорее всего, уже весной у меня будет газ. Представляете? Вчера перевела им предоплату. Тра-та-та, тра-та-та. Посмотрите, уже птички щебечут. Как классно. Вау. Ой, это синички со снегирями. Вот, сидят. Я им насыпала полную кормушку семечек, они теперь и кушают из нее. Эта кормушка у меня как вместо телевизора. Приезжают все время гости, когда... И вот это окно, как телевизор. Мы сидим все завтракаем и смотрим на этих птичек. Хотела прогуляться немножко до бани. У меня туда ушел Вася. Посмотрю, что он там бродит. Вот смотрите, он еще вот такие вот дорожки мне тут устраивает за домом. Что-то обнюхивает, ходит. Вот как-то залазит там на крышу, видимо. На крышу сарая. Вон там даже протоптана дорожка на крыше. И вот здесь. Зачем он это делает? Зачем он туда лазит? Я не понимаю. Но это его дела. Как мне племянник сказал, у тебя, Вася, сторожевой кот. Я говорю, да, точно. А там, смотрите, солнышко уже в тех краях. У меня здесь еще за домом тень. Солнце не поднялось. Тем не менее, лучики какие-то есть. Да, я вон вижу Васины метки. Снег немножко приосел, сугробы приосели, потому что подтаяло снежочек-то. А вот я, кажется, вижу, почему Вася ходит в это место. Там у двери дырка в бане. Надо ее заделать. Дверь немного сломалась. И здесь вот как будка вот получается. Наверное, Вася тут сидит. Сейчас я ее заделаю. Да, Вася тут действительно. Вот зашел сюда, залез. Сидит здесь. Васек. Кто-то ходит к нам сюда, да, Васюш? Кто-то ходит, Вась? К нам сюда, да? Пойдем домой, Васек. Вот я заделала эту дверь. Она постоянно отваливается. Надо ее как-нибудь заколотить. А у меня все руки не доходят. Вась, пошли, Васек. Васюш. Ну пойдем. Что ты тут сидеть будешь? Я тебя закрою ведь. Пойдем домой. Пойдем, Вася. На. Васечка. Ну пойдем. Ну пойдем, мой хороший. Ты не хочешь отсюда уходить? Почему? Я же не закрою тебя тут. Ты что? Холодно сидеть. Сегодня -8. Вась. Ну а чего ты? Ну мне дверь в баню надо закрыть, Вась. Васюш. Сиди. Ты же не выйдешь потом, Вась. Ну чего ты? Ну выходи, Васек. Пойдем. Я тебя боюсь прям. Ой. Звала Васю, он так и не хочет выходить. Я даже не знаю, что. Дверь придется открыто оставить в баню. Кричит на меня, царапается. Сел он там под столом и сидит. Кс-кс-кс. Вася, ну пошли домой, Вась. И не дается мне в руки, царапается. Не хочет уходить отсюда. Вот засранец, а. Так и придется дверь открытой оставить. В общем, я немножко так дверь прикрыла, оставила щелочку, чтобы он вышел. Не хочет уходить, и все. Тут к нам повадились коты чужие ходить на территорию. Они уже заглядываются на Бусю, а Буся уже все. Васька, как только видит этих котов, как начинает выть на них. Ой, сторожевой кот, вот реально. Воет, кричит на них, прогоняет. Соседских котов на территории своего участка я стала замечать уже где-то с середины февраля.
Получается, март у кошек начинается еще в феврале. Посмотрите, какой котик к нам пришел под окна, сидит и выбирает себе невесту. Слава богу, у меня котята находятся на карантине, можно сказать так. Я их не буду выпускать, пока не стерилизую, пока мне исполнится 8 месяцев. А это будет где-то в начале лета еще пока только. Ну а с Бусей мы уже успели съездить на стерилизацию 14 февраля. Я уже об этом рассказывала в своем телеграм-канале. Кто подписан на него, тот успел уже посмотреть, как адаптируется Буся после операции. Привезли мамочку из ветклиники. Малыши за нее переживают. Нюхает ее, нюхает. А она уже вон очнулась, немножко голову поднимает. Белка, смотри, мама там, да, маму привезли. От доктора привезли маму. Вот. Ей там, может, неудобно. Надо будет ее поправить. Потихоньку отходит она уже. Положила я ее в манежик. Мой сладкий. Ну, сейчас. Сиди тут, сиди пока в лежаночке в своей. Бусечка, сиди пока. Вот тепловую пушку ей поставила, чтобы греться. Ну а с тех пор, как возле нашего дома стали появляться чужаки, Васек, конечно же, бдит, постоянно охраняет территорию. Очень часто стал выходить из дома. И периодически я слышу его гортанный вой, когда он отгоняет чужих котов с территории. Вот такой вот у нас охранник. Бусюш, расскажи нам, как ты себя чувствуешь? Как у тебя самочувствие? Чё, мой сладкий? Расскажи нам. Я, скажи, утром попонку снимала, кушала. Немножечко, скажи, покушала. Уже, скажи, везде прыгаю, запрыгиваю на все. На подоконник, скажи, на лавочку могу прыгнуть. Да, мой хороший. Ночью, всю ночь спала на мне. То есть я легла, она ко мне на живот легла и спала. Еще вчера на руки ко мне просилась постоянно, что очень удивительно, потому что она такая... До стерилизации это вообще, вот ее берешь на руки, она не садится, вообще не хочет. А сейчас такая спокойная, какая-то притихшая. Да, Басюш? Скажи, потихонечку мы адаптируемся. Да, мой сладкий? Вот лежим в лежаночке. Ну, вот скажи, у нас все хорошо, скажи. Немножечко мы заторможены, но ничего, скажи. Покушали. Да, Бась? Вот что, мой сладкий. Вот так вот, спим в лежанке пока. Ну а котята после операции у Буси стали реже подходить к ней, и даже она их периодически отгоняет, шипит, больше не подпускает к себе малышей. Поэтому они научились ласкаться друг с другом, вот вылизывают друг друга, тетешкают. В общем, сестренки чувствуют себя прекрасно. Хорошо, когда у котят есть с кем поласкаться и поиграть. Я периодически наблюдаю за такой картиной, мне это кажется очень-очень милым. На улице я тоже периодически встречаю котов интересных, и, конечно же, не могу пройти мимо, обязательно ласкаю их и глажу. Очень здесь интересные котики живут у нас в деревне. Красавчик. Ну, чей ты такой? Ты здесь гуляешь, да? Красавчик. Вот такие у нас здесь коты ходят, да? Скажи, я красавчик. Ну нет, у меня уже 6 есть дома. Иди домой к себе, персик. Иди. Лоскоток. Ой, боже, ласковый какой кот. Иди домой, иди. Все, я пойду. Ну, иди, куда шел, иди. За мной не надо ходить, я просто тебя погладила. Пока-пока, котик, пока-пока. Иди домой.
Пока. Пока. У него, по-моему, даже ошейник. Сейчас заметил только. Все, иду дальше домой. Какой у нас хороший солнечный день сегодня. Небо голубое-голубое. Церковь красивая-красивая. И я счастливая-счастливая. У меня наконец-то началась движуха по газу. Уже звонили нужные люди. Уже я внесла предоплату. Уже, скорее всего, даже этой весной у меня будет газ. Что меня очень радует. А по поводу сада, огорода хочу еще рассказать. Вот пока иду до дома с магазина. Значит, я решила так, что я составила себе список, что я хочу посадить этой весной. И я решила так, что это будет экспериментальная весна, скажем так. Потому что я еще не опытный садовод-огородник. Вот, любитель, скажем так. Поэтому я решила отчасти какие-то семена сама посадить для рассады, отчасти купить эту рассаду. Покупать рассаду я буду у местных, либо на местном рынке там что-то найду. Что-то интересное. Скорее всего, малину ремонтантную я куплю. Клубнику. Очень много клубники хочу посадить. Потому что знаете, у меня такая была идея фикс всегда. Когда я куплю дом, у меня будет целая плантация клубники. Я всегда так говорила всем. И вот этой весной я эту мечту буду реализовывать. Вот. И клубнику я предполагаю, что если будет у меня ее переизбыток, я буду ее сушить и, возможно, даже продавать сушеную уже такой, знаете, для чаев, для украшения различных там кондитерских изделий. В общем, вот так вот. Ну и часть, конечно, я буду замораживать. У меня скоро вот привезут холодильник новый. Ну, как новый. Мне бэушный отдает сестра. Вот, она себе покупает для работы побольше. А мне нужно будет тоже холодильник, помимо того, что у меня есть. У меня стоит маленький, старенький. Но он же такой старенький и очень маленький. В общем, нужно побольше. Вот. Что еще буду сажать? Я уже договорилась с местными, что мне там продадут рассаду помидоров и перцев болгарского. Я, конечно, сама попробую что-то посадить. Но не уверена, что у меня рассада это вырастет. Поэтому у местных я точно куплю, потому что я знаю, что она даст свои плоды. Вот. Что еще буду сажать? Обязательно мяту и мелиссу. Обожаю вот эти травки. На зиму их насушу. Вот. Очень люблю горошек зеленый летом. Обожаю запах зеленого гороха. Дыни, арбузы тоже надо будет попробовать посадить. Не знаю, вырастут или нет, но посажу. Кукурузу тоже хочу посадить. Возможно, батат, но не уверена, получится ли. Что-то у меня там по списку. Я сейчас просто навскидку вспоминаю, потому что список-то я написала уже даже в своем телеграм-канале, опубликовала этот список. Заходите, смотрите, если кому интересно. Ну а то, что я вспомнила, вот я на видео сейчас рассказываю. Значит, что я планирую с участком делать? Конечно же, очищать весной буду и от мусора, от всякого, от сорняков, от сухостоя буду очищать. Что смогу, очищу сама, что не смогу, может быть, кому-то найду каких-нибудь людей, которые мне это сделают. Да? Я буду не сразу все обрабатывать, потому что там очень много работы. И буду потихоньку, поэтапно обрабатывать землю. Дальше я планирую пару грядок из природного земледелия сделать, посмотреть, как там будут расти различные огородные растения. И пару высоких грядок. Ну, на высокие грядки я 100% клубнику буду сажать. Вот. А насчет остального пока еще не знаю, не решила. Ну, огурцы, помидоры, это, конечно же, классика жанра. Тоже их попробую высадить. Высаживать буду все в открытый грунт, поскольку с теплицей пока заморачиваться не хочется. У меня расходов в этом году очень много будет. И не до теплицы, если честно.
И вообще мне бы хотелось всего высадить понемногу, чтобы потом не заботиться об этом очень много. Хотя я уже предвосхищаю, что этого будет очень много добра. Потому что мне и это, и то хочется, и глаза разбегущие, руки заведущие. В общем, надеюсь, что я не перестараюсь, скажем так, в этом году с рассадой. Вот. Ну и, конечно же, деревья на участке я планирую облагораживать. И, конечно же, все сразу я не смогу сделать. Я буду поэтапно, постепенно что-то где-то высматривать, смотреть, как ведут себя растения, как ведут себя деревья. И с каждым годом у меня будет все лучше и лучше. Вот. Ну а на первых этапах я планирую только осваиваться пока. Я не планирую каких-то там наполеоновских трудов. Буду смотреть, что и как пока. Вот такие у меня планы огородно-садовые на будущее. Вот. Часть земли у меня уже вскопана. Это тот участок, где я картошку в прошлом году вскапывала. Вот, рядом с баней. И часть огородного участка, который ближе к дому. Там я уже, кстати, чеснок посадила осенью. Вот. Ну, постепенно, потихоньку буду осваивать землю. Не все сразу. Думаю, дай бог, справлюсь. Вот такие у меня планы. Не знаю, как получится, но основные вехи, скажем так, уже наметаны. Там посмотрим, что будет по факту, и будем ориентироваться по ситуации, скажем так. Вот. Ну вот, я уже почти дошла до дома. У нас такая солнечная погода сегодня, вы посмотрите. Просто красота. Еще один денечек и весна. Обожаю весну. Весна — это вообще мое любимое время года. Вы не представляете, особенно май. Обожаю май. И предвосхищаю, как будет цвести мой сад в мае. Это, наверное, будет что-то с чем-то. Вот, поэтому я в предвкушении, скажем так. И не боюсь тех работ, которые меня ждут. Потому что оно стоит того. Я думаю, в общем, я пришла. Ну вот такие планы у меня на эту первую весну. Это первая весна, которую я буду проживать в этом доме, на этом участке. Впервые я здесь буду осваиваться. И это будет, конечно же, очень интересно. Я буду все показывать, рассказывать. Но на сегодня пока все. Всех благодарю за внимание, за лайки, подписки, комментарии. И очень-очень вам благодарна за ваши донаты. Пока-пока. Увидимся в следующих видео.